Всем привет, друзья! Мой YouTube канал был в блоке полгода, и мы снова здесь на Патриках снимаем формат «Сколько зарабатывают в Москве». Надеюсь, вам понравится этот выпуск. Ставьте лайки и подписывайтесь. Let's go! Как вас зовут? Анна. Сколько зарабатываете? 3 ляма. Не, серьезно. Да. 3 миллиона. Это чистые. Да. Официально, прям по налоговой все. Можно проверить. Да. Чем занимаетесь? Высшим порноактриса сейчас имеет 2 бизнеса. Один связан с Китаем, другой нижнее белье, свои производства. И плюс еще всякие темки, крипта. А основной доход на чем? Это все вместе. Все вместе. Да. Но есть же что-то, какое-то основное ваше направление? Это порно. Реально? Да. А, вы реально снимаетесь? Да. То есть прям можно по имени вашему найти? Да. Я первый раз человека встречаю, кто этим занимается. Вы серьезно? А то в России это не запрещено вообще в целом? А я не в России снимаюсь. То есть это где-то там в Германии, например, то есть вы там официально платите налоги, и как обычная профессия, да? Да. А в каких еще странах так? Вы где Ну, живете? ясно, Где по снимаетесь? Европе. По Европе. В Европе снимаетесь? Да. То есть европейская актриса, Да. порно-актриса. Да. Известная уже или нет? Или не особо? А, да? Да. В Европе именно? Сейчас По прям России тоже. поклонники есть. Да. А бывает такое, что придете по улице, Да, и и он узнают, такой, блин, конечно, я да. сегодня смотрел видос. Да. Да ну. С женой говорят, смотрели, да. Я, Офигеть. например, в такси сажусь, и мужчина говорит, я вас О. с женой постоянно смотрю, можно с тобой селфи сделать? Блин, угар. Как вы вообще к этому пришли? Как люди становятся актрисами такими? Люблю. Ну, много же людей любят, но не становятся же. Меня просто возбуждает момент съемки. Как сейчас даже. Да, я вот смотрю, и мне Да вот прям не-не-не. хочется облизнуть. Сколько тратите денег на свою жизнь? Все, я рок-н-ролльщица, То есть живу вы на 3 полную. миллиона зарабатываете и все в ноль тратите? Да, ну во что-то, конечно, вкладываюсь. Я, например, квартиру недавно взяла. В Москве или где? Да. То есть вы в Москве планируете потом жить и в целом Нет, я бы часто хотела, бываете в конечно, Москве? на Бали переехать. Купить виллу себе там с Ну. видом на океан и лес, и поменьше, чтобы людей было, чтобы вообще не было. Они А живут. вот вы говорите, что в Европе снимаетесь, вы где больше всего времени проводите? В России, конечно, я очень люблю Москву. Ну вы Для меня это самый лучший снимаете город. здесь что-то? Здесь нет. То есть вы как только у вас съемки, вы едете туда? Да. А здесь живу, Москву жестко обожаю. А как так возможно? Типа у вас, вы раз в год туда приезжаете или как, Не, как часто вообще? очень. Постоянно в Да, Европу ездите? Окей, как часто у вас съемки? Раза 5, наверное, в год. Но они прям такие мгм. большие, прям целый месяц снимаешься. Что бы посоветовали ребятам, которые мало зарабатывают, хотят доход увеличить, но пока не получается? Я не знаю, что посоветовать таким Ну, то есть ребятам. Я работать просто всегда много. на себя только полагала жизнь. Ну за счет и чего ебашила. вы достигли таких доходов? Ну, во-первых, я много изучала нужной литературы и всего нужного. Ходила в школу На бизнеса. В школу бизнеса обучаться. То есть вы этому обучились, бизнесу, и начали заниматься? Да, То есть вы всем советуете, к тем, кто начинает свой путь, сразу пойти на курсы какие-то, бизнес? да. Ну, если знаний нету, откуда их брать? Ну, книжки читать, нет? Да, это тоже. Как вас зовут? Илья. Сколько зарабатываете? 200 есть. Серьезно? Курьеры 200 зарабатывают? Все Да. отвечают 200, это реально правда? Да? Серьезно? То есть вот, именно те, кто пешком ходит, они меньше зарабатывают, вы побольше. Безусловно. А почему решили устроиться курьером? Я балдуй. Да нет, ну, То есть профессии просто не было? и- профессии нет, специальности нету, куда идти. Ага. И с таким Но- доходом, почему нет? А перспективы есть еще? То есть больше возможно зарабатывать? Блин, ну потолок там что-то в районе 300, но это прям как Папа Карло. Какой у вас график? Сколько часов в неделю работаете? Ненормированный. Там все зависит от того, насколько Ну, особо 200 заработать, сколько нужно отработать в неделю? Есть свои тонкости, которые вызывают потребность в, скажем так, постоянной работе. Вот. И имеете там, кредиты какие-то у вас или что? Ну, долговая обязанность есть, но не кредит. Ага. А почему? Ну, просто тут есть... я не знаю, как это назвать. Есть система бонусов, которые нужно желательно выполнить. Чтобы когда выполняете, вам дают дополнительные деньги да, за да, это. да. И сколько вам нужно отработать в неделю? Если хорошо прям работать, можно за 20 дней. За 20 дней эти бонусы. Ну, как говорят. А сколько у вас выходных Я- в месяц? Чтобы вот 200... 6, 8. 6 выходных. 6, 6-8 8, выходных, да. чтобы заработать 200. Все остальные не работаете.
Какая у вас мечта? Большая семья. Семья. Какое главное достижение в вашей жизни? Сложно сказать. Пока что нечем похвастаться. Что посоветовали ребятам, которые начинают только свой путь, зарабатывают мало и хотят увеличить свой доход? Пусть идут учиться. Учиться. Безусловно. Профессию получали. Да. В этом мире просто так на авось надеяться бесполезно. Сколько зарабатываете? Нормально. Больше 200? Больше. Больше 500? Ну, когда как. Чем занимаетесь? У меня цветочный магазин. Цветочный магазин свой? Мгм. Сами открыли, на свои деньги? Да, полностью сама. Не муж? Нет, Не не парень. замужем. Сколько вам лет? 23 будет. Какие парни нравятся? А в первую очередь целеустремленные. Сколько парень должен минимально зарабатывать, чтобы вы были с ним? Но, если честно, вот конкретно я не хочу знать, сколько мой парень зарабатывает, а точнее мой Ну, муж. 50 нормально. Нет. Нет, уже нет. Ну, потому что 50, ну, мне хочется, чтобы это хватало на его какие-то траты, на свои и в целом на семью, на будущее. Потому что я хочу 3-4 детей, соответственно, я хочу самое лучшее образование, жилье, отдых, развитие. Как бы давайте, мне кажется, на это 50 тысяч Хорошо, на сколько, день. сколько на себя тратите? Ну, тоже по-разному, на самом деле. Ну вот, 200, 300. Ну, от 200, ну, вообще отказывать себе я... Не отказываетесь. Не люблю. То есть Я- спокойно миллион можете потратить в месяц. Это да, но если я его получу, просто я люблю так, когда деньги под меня больше подстраиваются, чем я Как это под понять? расход. Я не знаю, как так у меня получается, то что я трачу, и деньги потом мне еще больше возвращаются. Вы в это верите, что если парень будет, то в том числе, если вы в это верите, Это если парень да, много это тратит, точно. то есть ему все вернется. Мгм. Что посоветуете ребятам, которые мало зарабатывают, хотят доход увеличить, но пока не получается у них? Но я считаю то, что нужно работать и рисковать. Вот без риска, мне кажется, мало что получится. Вот те, кто рискует, у них больше что получается. А что значит риск? В чем рисковать? Ну, пробовать себя в чем-то. Потому что некоторые боятся что-то попробовать, а если ты не рискуешь, то ты не поймешь. Как вас зовут? Денис. Петляков Денис. Почему с кошкой гуляете? Ну, прогулка идет у нас такая. Так вот кошку выгуливаете? Да, своего А вам не рода. холодно вообще? Вот? Я В таком- шортах. шортах. На улице холодно. Не, вы знаете, я в душе шотландец, поэтому люблю в шортах ходить. Шотландец? Да, в душе я люблю шотландскую субкультуру просто всю. Ого. Это. Вот, они там постоянно в килтах. Ну, сейчас-то нет, конечно, сейчас все как все, а вообще национально килт. Ну, если я килт одену, меня просто могут не понять некоторые. А сколько зарабатываете? Я, в смысле, сумму? Да, вот в примерно, месяц зарабатываете что-то? Ну, как юрист, я юрист вообще, зарабатываю, 1040 зарабатываю. 40 в час. Ну, 40 это, ну и плюс-минус там. А вы где работаете вообще? Я сам на себя работаю. То есть вы когда дистанционно принимаете заказы и консультируете? Да, ну ты такой, как это сейчас называется, сарафанное радио. То есть, То есть на один Авито знаешь, там такой- всякие... Ну, нет, раньше давал, сейчас уже и не надо. Сейчас, То есть у вас есть постоянные клиенты, есть, которые к вам и обращаются? постоянные клиенты, и их друзья, и это, вот, по квартирным вопросам. Вам нравится вообще заниматься этим? Да, в принципе, да, это не особо напрягает, ничего не это. Почему так немножко провокационно одетая розовая шапка, Я и у вас тоже? гуляю просто это. Любите привлекать внимание? Да нет, особо нет. Я как этот, Большой Лебовский, что одел, то и это. Вернее, Вас не заботит да, это особо. чувак, Большой Лебовский это как раз тот, который в коляске сидел. Ага. Вот, который этот считался это. Нет, просто что одел, да пошел тут, как говорится, меня никто не знает. Какое главное достижение в вашей жизни? То, что в Москву переехала из Самарской области, Ого. честно говорю. Тяжело вы было, на вокзале снимаете? жил. Ого, на да, вокзале на вокзале на Курском жил, там, как говорится, это. Честно, Долго? 20 дней. 20 дней? Да, Там да, прям да. спали? Да, там прям спал, там бандиты местные, там какие-то там. с ними- Шугали вас? Не, наоборот, подружился с ними. Они да? нормально. Да, а я какого-то их авторитета чаем угостил, и сразу подружились. С ними достаточно легко подружиться, на самом деле. Да я даже не знал, просто увидел, что пожилой человек, угостил его чаем, бульоном, он кашлял из аппарата, и оказывается, что это был их авторитет. Когда вот на вокзале вот жили, как вы потом вот квартиру сняли? Вы одновременно работали где-то или как? Да, работал, рекламки раздавал Ага. на Арбате там. Подсказал товарищ, подсказал, общежитие есть там. Ага. Я Сейчас туда вы в общежитии переехал. живете? Нет, сейчас снимаю квартиру. Ага.
То есть уже снимаю. достаточно зарабатывать, чтобы снимать? Да, и да, да, в Подмосковье, А не в Москве. цели какие вообще? Вот, есть А, какие-то? Абсолютно. То есть вы просто живете одним Да. днем, наслаждаетесь Ну, да, моментом? не больше 3-4 дней обычно в этом. а планы строите? Планы? Ну, я говорю, планы строите на 3-4 дня, не Да, дальше. да, не больше, Всё, не я больше. понял. Есть там какие-то глобальные планы, там на родину жены съездить, там кое-какие дела уладить. Вот, вот такой У вас план. семья сейчас? Да, жена, ну неофициально, надо расписаться будет. То есть вы вместе сейчас живете? Да, уже. Она 10 лет переехала почти. с Да, города? да, она переехала оттуда, где война сейчас идет. А что Вот, вас и мы подружились. подвигло вообще переехать? Переехать. Детство. Я в детстве сюда приезжал с мамой. Мы проездом были здесь. Короче, ну, с одного вокзала на другой. И у нас был день по Москве погулять. И я как запомнил. Понравилось Вот. очень? Потом второй раз в 99 году я приехал на съезд ЛДПР и увидел опять Москву. И уж тогда точно решил. Какая у вас мечта? Ну, наверное, подольше оставаться в бодром состоянии духа, потому что вот это, не знаю, мечта это, ну, как бы желание, по крайней мере. Мне 50 ровно, но уже многие, смотрю, в моем возрасте начинают там брюзжать, депрессировать, а я наоборот, все нормально. Это Вот. хорошо. Как вас зовут? Ксения. Сколько зарабатываете? Хороший вопрос. Ну, от 300 тысяч. От 300? Да. Чем занимаетесь? Работаю моделью. Сколько лет этим занимаетесь? 6 лет. Ого. Да, я работала за границей. В 2 каких года. странах? Китай, Япония и Корея. А сколько там платят, интересно, вот за контракт? Один, за одну Ну, поездку? модельный заработок очень непостоянный, нестабильный, и у всех все по-разному, поэтому я не могу сказать точный заработок. Типа, можно вообще Давайте ничего не так, заработать. от 2000... От нуля. От нуля. Ну, понятно. Сколько максимально вы зарабатывали? А, 3000 долларов, 5000, 20 тысяч долларов. 27 тысяч долларов. 27 тысяч долларов. Да. Это круто. 18 в Китае. лет я заработала, да, в Китае. Купили квартиру себе? К сожалению, нет. Но на планируете? какие деньги я куплю квартиру? 27 тысяч долларов. Ну, это было мало. Типа 3 Для... миллиона. Вы с Москвы, что ли? Ну, я нет, я хотела в Москве квартиру купить. То есть вы потратили интересных уже или Нет, часть осталась. часть? Ну, вы сейчас работаете и как бы Да, копите? коплю на квартиру. Реально, прям такая цель. Да. Очень круто. Какие парни нравятся? Мне нравятся парни, которые не сильно любят себя, которые не озабочены своей красотой, Ага. не самовлюбленные, потому что если парень очень сильно любит себя и знает, что он красивый, нам будет тяжело с ним вместе. Сколько парень должен минимально зарабатывать, чтобы вы были с ним? Я не знаю, честное слово. Я не спорю, что я могу быть меркантильной. Девушки должны Да, все, быть любой человек, меркантильными. парни тоже такие сейчас уже. Вот, но я не знаю, как бы я никогда не лезла в отношениях в бюджет своих парней, то но есть- мы спокойно жили. Ага. Я не знаю, сколько они То зарабатывали. есть в целом нет такого, что типа вы не особо задумываетесь, сколько парень должен Да, но зарабатывать? главное, чтобы наравне, если со мной, то... Главное, чтобы хватало за Москву-Сити жить, там Ну, не, путешествовать. сети я ненавижу вообще этот район. Ну, я так, Ну да, в целом нужно, чтобы там, 1300-400. подарки, да, что там, свидания, путешествия, да. Ага. Вы тоже будете подарки дарить? Да, Путешествия дарить? путешествия нет. Ну, подарочки, да. Ну, подарки, да, как А знак какие любви. подарочки дарите обычным парням? Парням нельзя дарить что-то сильно материальное. Ага. Нужно просто поцелуй. Нет, щечку что-то подарить. своими руками. И не Своими то, руками. о чем мы подумали, конечно. А что вы имеете в виду своими Ну, вот руками? своими руками. Слепить... Что-то слепить, Сшить. что-то сшить книгу. Я сделала книжку с Вау. фотографиями, воспоминаниями. Такой Парень приятный может был. вам iPhone подарить, а вы ему книжку сошьете. Зажигалку со своей фотографией подарила. Вы считаете это равноценно? Я считаю, да. Какое главное достижение в вашей жизни? На данный момент я считаю то, что моя профессия, которая доставляет мне удовольствие, Вы- профессия, которая обеспечивает меня. Я живу уже год в Москве без папиков и мамиков, и сама Вау, себя это достижение, обеспечиваю. вау. Без родителей, которые это мне круто. выплачивают деньги, приходится работать. Ну, уже 6 лет получается так. Ну, нет, Сколько сказали, да? 3 8? года, А, 17 шесть. лет получается, 17 я лет. так себя Не, самообеспечиваю. вы путешествовали, что вы путешествовали, по контрактам Ну, модельным. 6 Вы лет же- я занимаюсь моделингом, Да. и в 17 лет я полетела на первый контракт. Какая у вас мечта?
Моя мечта? Я считаю, что не должно быть меч, должны быть цели. Мгм. Но... Что реалистичное. Да, что-то реалистичное. Семья, дети, муж и работа, которая меня будет устраивать. Очень моя цель — это просто стать реально популярной моделью, все мировой известной. Как вас зовут? Меня зовут Диана. Сколько зарабатываете? Прям так в лоб сразу, да? Да. Смотря на какой работе. У вас несколько работ. Да? Чем вы занимаетесь? А вообще, по профессии своей, я преподаю танцы. Мгм. За это платят не очень много. Ну, а Дальше- ты вторая деятельность. Дальше я работаю контент-блогером. Ага. Делаю для брендов съемки, рекламу и все остальное. Что-то еще? Еще я мама. А, мама. А вот Там за тоже это- зарплата вот есть. за эту работу платят очень хорошо. Кстати, Яхты, выше самолеты. 200. Да. 300, А ребенок, 500. вы представляете, сколько стоит? Вообще не Вот представляю. сколько стоит его обслуживание? Сколько, расскажите? Ну, памперсы, пачка памперсов 4500. Обкакает он их, ну, за неделю. Ну, сколько это в месяц выходит в сумме на все? С детским садом, с гимнастикой, с этим всем, ну, где-то, наверное, 200 тысяч, да. Если его одевать... Люди же как-то живут тут на 100, зарабатывают и на ребенка там тратят 30-40 тысяч. Ну, это тяжело. Ну, реально. Ну, реально, но тяжело. Реально и на 1000 в день жить. Ну, просто тяжело. Сколько вы тратите денег на свою жизнь? Честно, немного, потому что я много сотрудничаю с брендами, и по большей части, что я надеваю на себя салоны красоты, не знаю, там, эпиляции и все остальное, это все в формате рекламы по бартеру. Вы еще блогер. Да, так я же сказала, что я делаю контент. Не, я думал, вы контент делаете для других. А вы... Нет, ну и для себя тоже, но как бы за себя деньги не платят. А сколько у вас подписчиков? 60 с чем-то тысяч. 60 тысяч? Вау. Это набрали как? Через рилтики? Ой, у меня муж просто знаменитый. Серьезно? Кто? Анатолий Сульянов. Очень много его аудитории пришло ко мне, но и тем не менее я там своими силами Что он отмечает вас? что-то иногда? взрываю. Да, бывает. Где вы познакомились? В Инстаграме. Он написал. Да? Серьезно? Он не написал, он поставил мне 2 смайлика. Муж, привет. Серьезно? Да. Так реально знакомиться? Ну, очевидно, Вау. да. Очень круто. Какое главное достижение в вашей жизни? Рождение ребенка. Мне кажется, это вообще самое важное должно быть в жизни у каждого, кто, конечно, хочет. То, что у меня отличная семья, классный, здоровый ребенок, замечательный муж, это, я считаю, самое важное. Что посоветуете ребятам, которые мало зарабатывают, хотят доход увеличить, но пока не получается у них? Я считаю, что нужно просто очень много работать. Вот я могу сказать за себя, что до встречи с мужем, когда мы с ним там начали общаться, до 5-го месяца беременности я работала. Мгм. Как только я родила, я тоже пошла работать. Понятно, что это не какие-то космические суммы, но тем не менее, если ты хочешь денег, то ты их должен заработать. А чтобы их заработать, ты должен, соответственно, что-то делать. Поэтому все в ваших руках. Если вы много стараетесь, много хотите, и у вас есть какая-то цель, пожалуйста, все будет. Как вас зовут? Дмитрий. Чем занимаетесь? Живу на пенсию мамы. Сколько зарабатываете? Нисколько не зарабатываю. Я Вообще? сказал, я живу на пенсию мамы. Вы серьезно? На полном. А чем до этого занимались? Жил на пенсию мамы. До этого? Всегда жил на пенсию мамы. Ну, а какая у вас деятельность была? Будем называть управленческо-инвестиционная. То есть вы инвестировали в проекты, инвестируете и инвестируете? Управляю. До сих пор управляете? А какие у вас проекты, которые вы инвестируете? Хорошие, большие, замечательные. Вы в бизнес инвестируете? Или вы в акции инвестируете? Или в крипту? В крипту инвестировать нельзя, потому что, еще раз напомню, если вы этого не знаете, Нет. крипта — это расчетная единица. Ага. Все равно, что сказать, что инвестировать в рубль. Поэтому это все реальное управление, большие проекты, заводы, пароходы. А можете рассказать, как вообще вот, обычному человеку начать инвестировать в какие-то большие проекты, Вообще в бизнес? учиться не было бы неплохо начать. Именно в этому направлению? Нет, сначала надо вообще получить базовое образование. Хотя бы 2-3, может быть, 4. Вот как получите 4 образования, все будет у вас хорошо. Уже картинка сама выстроится, Ну, и начнешь понимать сам... Нет, Нет? когда вы учитесь, вы приобретаете в первую очередь записную книжку. Все остальное не имеет никакого значения. Никакие знания вам не даются. Мгм. Ну, если вы этого изначально не понимаете. Поэтому учеба — это про записную книжку. Мгм. Какое главное достижение в вашей жизни? Главное достижение в моей жизни — Да. то, что я родился жив и, как говорится, моей дочери. Какая у вас мечта?
мечта. Как это? Победа мира во всем мире это называется. Чтобы человечество немножко поумнело, а так-то, в принципе, все было бы неплохо. А то смотришь подобного рода интервью и думаешь, какой ужас. Вы смотрели реально Ну, на Ютубе и в Ну, в Инстаграме? отличие от вас, у меня подписчиков чуть побольше, так скажем. Ну да, конечно. Поэтому вот, периодически вы выпадаете в трендах, но это, конечно, ужас ужасный. Все ребята, А которые... из-за чего именно? Из-за того, что люди говорят какие-то суммы и Не-не-не. на чем они зарабатывают, то, что Не, инфо-цыгане. Не в этом дело. А в чем именно? Или я как интерьер? Не-не-не, вы задаете стандартные вопросы. Ну, да. Вы задаете стандартные вопросы, только люди вместо того, чтобы там проявлять какой-то разум, они перед вами рисуются. Что посоветуете ребятам, которые только начинают свой путь, зарабатывают мало, хотят увеличить свой доход, но пока не получается? Сначала нужно... Это иллюзорность, что у них есть выбор. Знаете, как в фильме «Матрица». Выбор существует только когда недостаток информации. Выбор у вас есть до 3 лет. После этого, если вы учились, если вы были не в том детском саду, потом учились не в той школе, а потом учились не в том вузе, ну, соответственно, ваше окружение социальное было ужасное, то, в принципе, у вас шансов на подъем, он очень-очень практически нулевой. Потому что если вы посмотрите статистику, вы потом можете это интервью выкинуть нахер, потому что оно не попадает в ваши тренды. Например, все нобелевские лауреаты, те, кто писали нобелевские, соответственно, работы, это люди приблизительно одного и того же круга. И точно такая же история про условных миллиардеров и все остальное. Поэтому, если человек хочет чего-то добиться, то нужно задать вопрос папе-маме, какого черта они отдали не в нужный детский сад. А как вы относитесь к тем, кто считает, что учиться не нужно, нужно на практике все? То есть многие же не учатся, да, известные богатые люди, миллиардеры. Статистика такова, что 50% обладает образованием, 50% не обладает образованием. Но опять-таки для этого вы должны попасть в правильную социальную среду или ее сформировать. А поскольку, опять-таки, вы же задаете вопрос, вот есть некое существо с набором компетенций, который уже, в общем-то, сильно, ну, грубо говоря, он уже не неудачник. У него никаких шансов нет. Соответственно, ему нужно изменить социальную среду. Понятно, что в гольф-клубе на приличном уровне он играть не будет. Ну, он просто будет изучать там, соответственно. Его никто не примет в какое-то приличное общество. Для этого, соответственно, он может пойти той ступенькой, которую я вам сказал. Получать нормальное образование в нормальном вузе. Какие у вас цели вот сейчас вот на ближайшее время? Ну, они абсолютно локальные, господи, у меня, в общем-то, нету. Жить, учиться, как это и бороться, как завещал великий Ленин. Нет, проснулся уже хорошо. У меня нету целей как-то... Цели нет. А в чем смысл жизни? Его тоже нет. Его тоже нет. Человечество очень сильно о себе много думает. Мы живем как муравьи, которые не очень понимаем, для чего. Вот девчонок вот таких надо снимать, а вы снимаете какого-то старого пердуна. Ну, это просмотр будет. Давай будем объективны. Умняк по сравнению с сиськами не катит. Ну, давай так. Вот, поэтому, возвращаясь опять-таки, целеполагание. Человек проживает жизнь достаточно коротко, не очень понимаю зачем. Какой-то глобальной цели у него нет. Ну, кто-то же ставит себе, как бы находит какой-то смысл жизни для себя. Ну, это же такая локальная история. Потом он приходит к концу жизни и понимает, что все это было пустое. Кто-то копит. Ну, кто-то верующие же есть, которые верят в смысл жизни, что вот он должен правильно прожить жизнь по заповедям. Ну, тут есть только надо разделять веру и религию. Ты путаешь религию и веру. Ну, то есть вы как бы бессмысленно, можно сказать, живете? То есть, да, практически, как и все остальное общество. Вы просто пытаетесь наслаждаться жизнью, работаете, развиваетесь. Я про слово «развитие». Ты же знаешь, это очень сложно определить, что является развитием. Относительно того, кем ты был? Сложно сказать. Не относительно других. То же самое. Ты же можешь сказать, что 5 лет назад я вот этого не понимал, а сейчас я это понимаю. Нет, вот смотри, ты 5 лет назад носил 41 размер обуви, сейчас 43. От тебя что-то стало зависеть? Ну, в этом случае нет. Ну, вот и не надо... во многих остальных в мыслях зависит. В этом-то и вопрос выбора, как говорится. Существует ли выбор при наличии по 100% информации? Условно говоря, почему как-то условный Господь не карает виновных и не награждает достойных? Потому что если мы будем знать окончательный, условно говоря, сценарий, далеко не факт, что то, что ты делаешь, это плохо, или то, что ты делаешь, это хорошо. Как вас зовут? Ирина. Сколько зарабатываете? 200 тысяч в месяц. 200 тысяч? Да. Москвичка. Москвичка. Здесь на Патриках живете где-то? Нет, живу у метро Стахановская. Своя квартира? Своя квартира. Чем занимаетесь? Бухгалтер. Всего-навсего. Сколько лет уже работаете бухгалтером? 25.
25 лет? Да, В одной профессии? да. Как она вообще изменилась, интересно? Одна очень изменилась профессия, очень изменилась. С компьютерами, с Да, потому что технологиями. я буквально вчера гуляла по Покровскому бульвару, вспомнила, там есть такое место, Покровский бульвар, дом 12, где было в 98 году располагалось управление статистики Центрального административного округа. И я только-только начинала свою профессию, но я была я очень молоденькой в тот момент, но тем не менее 90-е годы чем-то там занимались всем подряд, а в 98-м вернулась в экономику и сдавала статистику. Я помню, приехала на этот Покровский бульвар от метро «Чистые пруды» на трамвае, вышла и увидела огромную толпу людей. Думаю, что они здесь стоят, что они здесь забыли. И пошла к дому 12. Дошла до дома 12 и поняла, что вот эта толпа людей, я ее член этой толпы. Мне нужно вернуться и занять очередь в самом конце. чё? Да, отчет по статистике нужно было сдать. А сейчас все через компьютеры, все Да, в один клик. Всё легко. сейчас я завариваю чашечку чая или там кофе, что есть под рукой. А- И в один клик, да, здесь вставил циферку, здесь щелкнул, включил свой контур-диадок. Можете рассказать по зарплате, она как бы растет или как бы она стабильно у вас несколько лет уже 200 тысяч? Ну, у меня она стабильно растет, да. Стабильно растет. Стабильно растет, да. Поскольку От я стажа. главный бухгалтер. Вы главный бухгалтер. Да, сколько я себе назначила, столько я и заработала. Вы еще можете назначить себе зарплату. Да. Прекрасная Ну, работа. для этого нужно много работать, конечно. То есть это оправданно должно Ну, быть. конечно, нет. Во-первых, для этого долгий путь. Я же не пришла и сразу начала вот так вот и зарабатывать, и жить. Я начинала с очень маленькой зарплаты, с очень, так сказать, напряженных рабочих дней. Ну, постепенно, ну, как это... Вы заработали сами на квартиру или у вас изначально была от родителей? Ну, конечно, у меня была от родителей квартира. А заработали? Мы ее продали, добавили и купили получше с мужем. Какая у вас мечта? У меня уже, в общем-то... мечта есть. У меня есть мечта умереть на своих ногах в движении, так сказать. Нифига себе, такая как мечта это необычная. Ну, мне 65 лет, между прочим, мне уже то есть такой уже приличный задумываетесь возраст. Да, я немножко. задумываюсь, да. Я бы не хотела долго болеть, да, лежать то в есть в постели. легкости. Да. Быстро. Я не могу, что завтра я хочу умереть, но пускай это будет через 20 лет, через 30 лет, но на своих ногах. Да, вот так вот. То есть идешь бодро, Да, я понял. пришел домой, уснул, не проснулся. Что посоветуете ребятам, которые только начинают свой путь, зарабатывают мало, хотят увеличить свой доход, но пока не получается? Работать. Работать, да. Много работать. Много работать, да. Я много работала. Но сейчас я работаю мало, а зарабатываю много. Ну, может быть, мне повезло. Я не буду говорить, что мой рецепт, он такой прям 100% работает. Но, как показывает практика, без труда русские пословицы, они работают. Рабочие. И все эти мечты, что я сейчас где-то что-то пойду когда на бирже сыграю, и тут мне обломится миллиард. Да, кому-то он обломится, но это Но будет это единицы. единица из миллиардов. Да. Для хорошей жизни нужно сначала много-много работать, а потом вот, когда у тебя уже есть время для отдыха, надо сохранить здоровье, чтобы этим временем воспользоваться. Да. Потому что вот мои ровесницы зачастую уже и плохо ходят, понимаете, а я бодрая и весела. Еще работать. Еще работаю, и вот меня, видите, в рабочий день у меня есть время прогуляться. Я хожу в спортзал 3 раза в неделю с тренером, мы там качаем мышцы, ноги, руки, спину, чтобы умереть на своих ногах. Все, спасибо. Хорошего дня вам.